Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Юлия, и я рада приветствовать вас на своем канале. События ближайшего будущего посмотрим сегодня. Но прежде, пока тасую колоду, вы настраиваетесь на себя, на свою личность, на себя любимую или любимого, представляя свою жизнь только в хороших, ярких красках. Вот. И пока я тасую колоду, я хотела бы прежде по традиции поблагодарить за те лайки и те замечательные, нежные, классные комментарии, которые вы оставляете мне под моими видео. Это видео для вас, эти все расклады, естественно, только для вас. Я хочу, чтобы самое лучшее из этих раскладов проигрывалось. Особенно благодарна за тем людям, которые финансируют данный канал и ценят мою работу настолько, я просто безмерно вам благодарна, мои дорогие. И точно знаю, что в ваших судьбах проиграется действительно все самое-самое лучшее. И точно верю и вижу, что вам вернется в разы больше. Мои дорогие, всех вас люблю, всех вас ценю и делаю работу для вас. Посмотрим события ближайшего будущего вашего. Что важное событие вашего ближайшего будущего. Показывает отправную точку. Смотрите, идет трансформация полным ходом. Вы, находясь в какой-то, может быть, нелегкой для себя ситуации, когда что-то не знали, что-то не видели, не могли понять, что происходит за пределами вашей, знаете, как зоны комфорта, может быть так. Может быть, просто были заблокированы от какой-то информации, чего-то не знали. Но, по сути, вот то, где вы были, то, где вы держались вот так вот молодцом, как эта девушка, да, держа свой факел и не пуская никого за пределы своей территории, за пределы этого заборчика, да, на свою территорию. Она четко охраняла свою позицию, свои какие-то, может быть, приоритеты какие-то были, принципы. Но, по сути, тут говорят, что что-то вы не знали. Ситуация меняется в корне. Абсолютно. Это вот это отходит, это отмирает. Будет по-другому, будет абсолютно не так. И не только это. Этот процесс тоже не напрасно шел, вот именно в нем и происходила эта трансформация. Вы менялись, и менялось окружение и мир вокруг вас. Менялись ваши мысли, менялись ваши взгляды на жизнь. Вы меняли себя, и поэтому вы меняли вокруг себя все свое пространство. Так, события. В чем заключалась эта трансформация? Посмотрите. Здесь касательно все-таки любви, касательно союза. Вы мечтали о паре. Вы мечтали о паре. Будет какое-то действие, движение именно в паре, говорят вам. То есть в той ситуации, где вы не находили ответа до сих пор, где вы не знали, как будет дальше. Трансформируется для вас именно эта ситуация, когда вы в блоке были, когда вы действительно не могли выйти за эти рамки, просто не могли. Для кого-то это границы, ну реально очень серьезные физические ограничения. Вы знаете, как будто бы после какой-то болезни вы вылечиваетесь и меняетесь, вы совершенно другая. События ближайшего будущего. Это ваш новый путь. Новый путь. Вы что-то осознаете, вот знаете, как подсказывает, вы будто бы кожей чувствуете, что меняется все вокруг, что вы уже не так, как прежде, вы абсолютно, вот если вы были ранее с закрытыми глазами, да, то сейчас будто приобретаете некое
там 8-е уже чувство, да, когда вы прям чувствуете все, что происходит, и все идет вам во благо. Вы делаете новый шаг, новый путь, вы принимаете вот тот дар, который дает Вселенная, будто бы хватаете какую-то маленькую возможность выйти за эти рамки и рискнуть что-то сделать. Вы интуитивно это чувствуете, что нужно уже меняться. Вернее, что уже все изменилось, да, что уже дороги назад нет. Что здесь может проигрываться? Здесь касательно все-таки темы любви. Касательно темы любви и того, что вы мечтали. Нам опять такой же намек дают касательно вашей мечты о любви. Будет резкое движение. Будет резкое движение. Здесь новый путь в неизведанное, в тайное, пока еще не осмысленное до конца, но будто вы знаете, как вот чувствуете, что вы правильно идете. События ближайшего будущего. Император, пожалуйста. Все-таки не без мужчины. Опачки, еще и второй. Так, девушки, смотрите, в вашу сторону все-таки резким движением идет, либо это один человек в ипостаси, но тут новый путь в вашей жизни начинается резко. Изменения идут. Шли долго, вы менялись, но резкое движение в вашу сторону нечеловеческой быстроты мужчин. Император и жезловый король. Страстный любовник, жгучий партнер, который вас больше вызывал на чувства какие сексуальные, конечно же, пристрастия, поражал вас, возможно, своей харизмой. Тот, который мог, знаете, так, посмотреть, и вы уже вот сдаетесь. И император. Мужчина, который стабильность несет. Он стратег, он, знаете, такая мощная, серьезная, сильная персона, где есть и эта страсть, и достаток, и стабильность, и логический ум. И умение любить. Вот я чувствую, отсюда все идет из этого человека. Но появляется он вместе практически одновременно, резко, с мужчиной, который еще появляется в вашей жизни. Второй. Так, у нас похожий расклад был. Да, теперь будет. Да, колесница выпадала только что. В вашу сторону движется мужская энергетика, причем мощная. Мощная мужская энергетика, девочки. И очень быстро, резко. Кто-то даже со злостью такой, знаете как. Может быть, даже, сейчас посмотрим, не будет ли здесь... Ну, будут проявления, конечно, чувственные. Так, здесь больше о любви. Лунные такие привязки. Какие-то страхи, сомнения, которые несет вот эта вот красивая личность. Просто красавчик. Император. Стабильность. Подглядывает сейчас за вами, изучает, еще не с вами и нацелен на движение в вашу сторону. Это двое мужчин. Двое мужчин, причем с разными энергиями идут в вашу сторону. Видите, жезловый несет кубки, несет какие-то смуту какую-то, да, такую лунную энергетику. Чувства свои несет, вам их предлагать будет. Вас вызывать на чувства, раскачивать вас будет. Этот же несет мощнейший такой поток, энергию стабильности, но пока еще по пажу мечей ведет себя, чувствует себя вот как ребенок и подглядывает за вами. Вы представляете, какая интересная энергетика идет? Ой, смотрите, на дне колоды. Ой, бросила карты так.
На дне колоды у нас двойка кубков. Двойка кубков говорит о паре. Вы все-таки будете интуитивно примете ухаживание обоих мужчин и поймете, что кто из них ваша пара. Да, по справедливости разрешите все эти конфликты. Хорошо. Ой, смотрите, и рыцарь Пентаклей тоже говорит о том, что вы все-таки практично подойдете к этому выбору партнеров. Но здесь двое мужчин может проиграться. Хорошо. Если и один, то с такой энергетикой бешеной, тогда просто это удвойте, а лучше вот умножьте. Будет такой симбиоз одного мужчины. Но, по-моему, два. Так, смотрим дальше, да? События, которые будут дальше развиваться. События ближайшего времени. Самые важные события ближайшего времени. Самые важные события. Так, вам придется принимать какое-то решение, которое внесет дисбаланс в вашу семью. И вам нужно четко будет принимать взвешенное решение от ума. Именно логически подумав, что заморочившись, можно так сказать, именно по этому поводу. Вам придется, а как нужно, будем смотреть. Что-то касательно семьи. Стабильности, может быть. Так, важные события. Важные события. Работы. По работе. Это все вплетается в одну такую сеточку. Судьба вмешивается и в рабочие ваши процессы, когда вам необходимо строить, возможно, ваше любимое дело. Я не говорю сейчас четко о бизнесе. Если это бизнес, то это все равно дело, которое вот такое приятное для вас. Будто бы вы что-то такое выстраиваете очень классное. Но это касательно все-таки работы, да, то есть вашей рабочей сферы. Судьба вмешается и туда. Каким образом? Угу. Вы знаете, вы будете идти на уровень выше, вы достигнете в своей работе, в своем бизнесе, может даже все-таки, довольно хороших, серьезных, можно сказать, для кого-то даже небывалых высот. Вы будто маг будете справляться со всеми процессами этого дела. Вы достигли высокого уровня мастерства в своей работе, в бизнесе, хобби, которое монетизировано. Либо монетизируете. То есть тут на глобальный такой шаг, на порядок выше вы становитесь в своем деле. Если у вас не было ничего, то вы начнете. И начнете монетизировать. Если у вас что-то было, намекалось, то вы монетизируете. Если просто сидели на работе и скучали, то вы что-то предпримете для того, чтобы в вашей жизни появилось какое-то любимое дело. Оно принесет вам в итоге первое — наслаждение, да, любовь к делу. И второе — это по десятке пентаклей, ну, такая маленькая или большая у кого-то. Империя бизнеса, ваша личная, собственная. В работе будет счастыть, будет очень даже вести. Но тут судьба вмешивается в этот процесс. Что тут говорить? Так, смотрите, я на дно колоды обратила внимание. Не перетруждайтесь особенно. Что еще могут говорить? Возможно, какие-то процессы, связанные с мужчинами, как-то будут переплетаться. И это вместе с рабочими процессами. Постарайтесь все-таки сердце свое поберечь. Потому что вы и тут хотите ухватить, и там не потерять. Постарайтесь, у вас все получится. Все получится. Вот, смотрите. Ведь есть такая полезная вещь, как медитация, которую никто не отменял. Смотрите расклады, слушайте то, что приятно. Успокаивайтесь, и все будет хорошо. Вот такие вот предупреждения тоже есть. Давайте дальше смотреть, что еще самые важные события ближайшего будущего. Самые важные события ближайшего будущего. У кого-то судебные процессы вытягивают энергию. Но ничего, смотрите. Правда, Бог, высшие силы на вашей стороне. Помните об этом. Вы найдете этот ключик. Вы просто повернете голову, а там он есть. Найдете решение какого-то такого, знаете, кажущегося важным для вас вопроса.
Возможно, он и не кажется важным, а возможно, он такой и есть, но вы решите этот вопрос в свою пользу. Это будет просто ваше такое глобальное достижение. Вы будто осознаете что-то, где правда, а где ложь. Возможно, в вашем окружении есть люди, которые приносили вам неудобства. Вы отсечете их от себя. Вы разделите на то, что было до, и то, что стало теперь. Вы не захотите иметь в окружении людей, которые забирали у вас энергию, потому что вы осознали довольно многое, что жизнь — это прекрасная штука, в которую таких людей, которые забирают энергию, вы не хотите впускать. Вы справедливо поступите по отношению к вашей жизни, к вашей личности, и не будете пускать туда нехороших людей, которые забирают у вас энергию, которые пользовались вашей личностью как, как своей собственностью, может быть. А вы давали пользоваться собой, да, своей добротой. Вы осознаете это, вы не станете злым, вы не станете грустным, вы станете просто осознанным. Еще раз и еще раз. Каждый день осознавая то, что мы просыпаемся, вот вы будто проснетесь от какого-то дикого сна. Вы поймете, где правда, а где ложь. И проснувшись, примите счастье, поймете, что вы действительно счастливый человек. А ведь это так важно. Это очень важно. События ближайшего будущего. События ближайшего будущего. Девочки, кто-то исполнит свою мечту, либо тут может проигрываться. Ой, ну тут все что угодно может быть. Здесь предложение руки и сердца. Кто-то мечтал стать женой. Это мечтание. Это мечты, сбудутся мечты. Смотрите, вы задумаетесь над этим. У вас будет выбор. Вам придется все-таки, возможно, двое мужчин вам предложат руку и сердце. А может, кто-то предложит одно, а второй предложит более глобальное, и вы будете думать. Вам дадут время, вам дадут фонарик и уединенное место. Высшие силы дадут. И скажут: думай, у тебя все получится. И вы сделаете правильный выбор в своей жизни. Вы пойдете правильным путем. У кого-то может даже проигрываться рождение ребенка, новый этап в отношениях на уровень, на порядок выше. Рядышком с рыцарем кубков, императрицей, здесь только так можно сказать. Здесь действительно на порядок выше отношения перейдут в ранг уже более интересных, стабильных отношений для вас. События ближайшего будущего. События ближайшего будущего. Ой, ну, девочки, я еще раз подтверждение выше перечисленных арканов. Еще один триплет, говорящий о том, что сейчас то время, когда за вами, возможно, наблюдает какой-то человек, он будто изучает вас. Вы пока, здесь как бы двоякая такая, знаете, информация, вы ведь тоже можете сейчас следить за процессами, происходящими в вашей жизни, за людьми, которые с вами знакомятся, да, вы изучаете будто их. Но вы будьте спокойны. Вам говорят, что вы получите какой-то статус выше, чем то, что сейчас. По сути, вот эти два этих аркана, императрица и королева Пентаклей, говорят нам о том, что символизируют супругу. Больше ничего не могу сказать. Супругу, стабильность, это и бизнес, это и семейные отношения уже. То есть на порядок выше, на ранг выше. Паж Пентаклей. Здесь вообще два пажа. Здесь могут проигрываться даже дети. Вы будете спокойны за своих детей. Вы будете спокойны за их обучение, за их процессы, которые происходят. Я так взялась за эти карты, так прям энергетику просто чувствую очень сильную. Дети, которые будут идти своим путем, но вы как стабильная, серьезная, спокойная, уравновешенная, достойная, богатая женщина. Еще много эпитетов можно. Тут действительно такая мягкость, умиротворение, осознанность, приземленность такая, заземление.
очень сильная. Вы как та, которая пустила корни, и рядышком с вами развиваются ваши дети. Это для тех, у кого есть дети. Кто-то действительно так настолько в будущее посмотрели, что есть возможность, да, дойти до этого уровня. Вот такие события ближайшего будущего. Смотрите, это ваш новый путь, это распланированное будущее, это первый шаг, с которого начинается каждая 1000 миль, да, с самого первого шага, с самого первого решения, с первого огня в глазах, в груди. Вы делаете этот шаг смело в жизни, и посмотрите, какие дары приносит вам Вселенная. Просто невероятные дары. Дорогие мои, обалденный расклад. Пускай все проиграется, вы сделаете правильный выбор, я уверена. Я желаю вам самого наилучшего. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.